Сильный пожар в торговом центре. Украина и США провели тайные переговоры, а российские чиновники хотят запретить гражданам жаловаться. Всем привет, это «Новости воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. Сильный пожар произошел в Белгородской области, горел торговый центр. Кусок с торца живой остался, и все. Да, дела. Загорелся торговый центр в поселке Разумное. Из него эвакуировались 20 человек, покупатели и продавцы. Площадь возгорания достигала 1000 квадратных метров. С огнем боролись 3 пожарных расчета. В итоге здание полностью выгорело. По предварительным данным, никто не пострадал. Главному певцу пропаганды снова не повезло. Роспатент отказал шаману в регистрации товарного знака «Я русский». На сайте ведомства в заявке шамана появилась пометка «Уведомление о результатах проверки соответствия». Это указывает на предварительный отказ. Певец может оспорить это решение. Напомню, шаман собирался выпускать под брендом «Я русский» 17 категорий товаров и услуг, в том числе спиртное, шампуни, гели для волос, косметику и даже секс-игрушки. Когда появились новости об этом, против выступили депутаты Госдумы и представители организации «Ветераны России». Они заявили, что фраза «Я русский» не должна ассоциироваться с алкогольными напитками. И вообще товарный знак противоречит общественным интересам и нормам морали. А чиновники Башкортостана решили запретить местным жителям жаловаться. Депутат Госсобрания Республики Айгиз Баймухаметов предложил законодательно ограничить право населения писать жалобы в госорганы, если те направляются в одно и то же ведомство много раз по одной и той же теме. Он назвал многократные заявления юридическим терроризмом. Депутат недоволен тем, что люди забрасывают инстанции жалобами. Наверное, потому что чиновники обязаны на эти жалобы реагировать. В своем выступлении депутат сказал, что ведомство, цитирую, надо как-то защищать. При этом в том же Башкортостане недавно приговорили к 1,5 годам колонии поселения бывшего заместителя районного главы именно за то, что он игнорировал жалобы населения. И еще одна история о российских чиновниках. В хуторе Рогожкино Ростовской области после прорыва трубопровода выросла ледяная гора. Вот мы тоже попали сюда. Да. Вот такая вот красота. Из-за сильных морозов вода застыла в форме горы, которая быстро стала местной достопримечательностью. Однако сегодня местные власти решили, что их такая слава не красит. Это не значит, что наледь ликвидировали. К Рогожкинскому Эвересту просто закрыли подход и выставили там охрану. Команда Трампа провела тайные переговоры с Владимиром Зеленским для восстановления отношений США и Украины после провальной встречи в овальном кабинете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники. По их данным, с Зеленским общался спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог. Представители администрации США призвали Киев возобновить переговоры по редкоземельным металлам до выступления Трампа в Конгрессе. Также, как пишет Телеграф, на Зеленского попытался воздействовать британский премьер-министр Кир Стармер. Он признал, что президент Украины повел себя неправильно в ходе вашингтонских переговоров. По данным издания, именно после этого Зеленский написал в Твиттере пост о готовности к переговорам под руководством Трампа. Именно этот пост американский президент зачитал сегодня в Конгрессе. Тем временем источники Financial Times сообщили, что США перестали делиться с Украиной разведданными. Эту информацию подтвердила журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэдклиффа. Он заявил ей, что США, цитата, «взяли паузу на военном фронте, на фронте разведки, чтобы привлечь всех причастных к поддержанию мира во всем мире». При этом некий чиновник из Киева заявил агентству Bloomberg, что американские разведданные все-таки продолжают поступать украинскому командованию. Это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, смотрите другие видео, ставьте лайки, подписывайтесь, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там весь контент, в том числе в аудиоформате. И главное, берегите себя.